Вы даете согласие на вообще запись нашего разговора и на его последующую публикацию? Да. Добровольно общаетесь? Да. Давление никакого не оказывает, это просто беседа. Да. Ваша фамилия, имя, отчество, место проживания, место рождения, число, месяц, год рождения, вот эти все данные. Я Лиховидов Владислав Владимирович, 01.08.98 года рождения, проживаю, родился в городе Волгограде. А полный адрес проживания ваш? Город Волгоград, улица Еременко, 96, 176, квартира. Можно громче чуть-чуть? Да, говорите, пожалуйста, чуть громче. Можно особенно тут отстраниться от этих вопросов, да, поскольку есть вот человек. Прочитай, пожалуйста, по традиции. Как, чего? Аккаунт в Инстаграм Мапупкин. Да, то есть вы не против, да, мы показываем ваш аккаунт, и он просто закрытый, но тут также есть переход на аккаунт вашей супруги, да, и там есть вы вместе с ней, вполне счастливые люди с локациями из России, то есть не нужно доказывать, что вы из России, а просто не все из России верят в это. Окей, хорошо, тогда расскажите, как вы попали в Украину. Мы с датами? Да, совсем. Если вообще рассказать полностью, то 18 ноября я подписал альтернативный контракт вместо срочной службы. И получается, это были наши первые учения. 24 января мы поехали вначале впятером, река-группой, ставить палатки на полигон Апук, который находится в Крыму. Номер части вашей скажите еще. Номер части я не помню, вот, 33-й полк. Вы не помните номер своей части? Нет. Сколько вы прослужили? 2 месяца. А что он просто? Пропуск лежит в СБУ сейчас, вот, в городе, в котором. Да? Да. И там как бы номер был. Ага, хорошо. Ну, такое дело. Вы Да. всего 2 месяца прослужили? Да. Ну, Да. контрактник вы, правильно? Ну, альтернативщик. То есть у меня срочки да. не было, я вместо него пошел вот на контрактную, грубо говоря, службу. Звание? Рядовой. Должность? Стрелок. Стрелок. А когда вы контракт подписали? Ну, 18 ноября. 17 ноября. 18 ноября, да, то есть я вот его подписал, и, ну вот мне сейчас набегает, то есть, получается, остальное время. Потому что мы поехали в феврале, вот, ну, даже не в феврале, мы поехали, получается, в январе месяце, после Нового года. 24 января мы поехали на учения, вот эти первые наши. Вот. Вначале впятером мы ехали, река-группой, ставить палатки. Вот, затем, получается, основная часть наша приехала, рота наша. Вот, мы проживали месяц в палатке. И как раз у нас изначально мы должны были ехать в Апук, но там не было места, потому что каждый год проводятся в Апуке всероссийские учения, то есть все туда по очереди ездят. Вот, в прошлом году вроде там какие-то с Индии люди приезжали, то есть как обмен опытом был. Вот. И в этом году, соответственно, тоже должно было. Мы остановились в другом месте, потому что в Апуке не было места. Потому что там, то есть уже все было занято. Это можно так подробно все до момента вашего там пересечения. Вы сильно подробно не рассказываете. Ну, просто это зависит. Вот. В общем, нам сказали 19 числа то, что место на этом полигоне освободилось, потому что как раз какие-то части уже уезжали домой, то есть учения закончились. Вот. Мы несколько дней еще просидели, то есть на том же месте, потом собрали, получается, броню, сели на марш в БМП-2 и уехали, а приехали уже в Херсон. Все. Вы знали, куда вы едете? Ну, вообще нет. Как вообще нет? Ну, ехали в Апук, то есть. Ехали в Апук, попали в Херсон. Ну да. Заехали, увидели украинские номера на машинах, флаги, что-нибудь? Нет, единственная у нас остановка была ночью, получается, мы переночевали, потому что до Апука ехать, если по маршу, несколько дней. Вот мы переночевали, вот, а потом уже на мосту, получается, стояли. Ну, вышли когда, мы уже под обстрелом были. Это какого числа вы были под обстрелом? Это 26 числа были под обстрелом. То есть вы 24-го выехали? Где-то 24-25, да. То есть у нас уже не было телефонов, ничего. Никаких контактов не было с... Не, у нас 19 числа, как раз, когда вот мы должны были туда ехать, то есть потихонечку собираться, у нас уже все изъяли. Окей, хорошо.
Как вы попали под обстрел именно? Ваша колонна? Да, ну, как нам просто сказали выйти, то есть из БМП. Мы вылезли и уже стояли то есть под обстрелом, мы просто спрятались за бетонные. Это, как сказать, автобан. Кто вам сказал выйти? Командир роты. Так. Ну вот. Мы были на автобане, и получается у автобана вот боковушки просто бетонные. И мы что вот под обстрелом не быть, мы, получается, за них спрятались. Так. Потом нам сказали погрузиться обратно, спустя, наверное, 20-30 минут. То есть мы просто лежали. Вот. И после этого нас, получается, отвезли, я тоже не знаю куда. Мы вышли вообще узнавать, что происходит. И прилетел вертолет, разбил колонну. Сколько в колонне было машин? Было 6, получается, БМП-2. Так. Вот. Вообще разбили, ну, я видел, что все. Но мы, получается, после того, как разбили, мы от вертолета убежали в лесополосу. Вот. На следующий, то есть мы ночевали в лесополосе без своих уже. Без Я нашей понял, роты. вы не ответили, сколько чего было в колонне. Только вот 6 БМП. 6 БМП Да. и все, а личного состава? Ну, мы считали, там должно было примерно 70 человек, ну, 60-70 человек будет, просто у нас не сформировано, то есть рота была. Не, меня не интересует, меня интересует в общем, сколько было Ну, примерно примерно людей, 60-70 человек. чтобы Вот. мы понимали картину. И получается, когда мы уже подошли к разбитой нашей колонне на следующее утро, там только 2 машины было. Ну вот, мы пошли узнавать у местных, потому что там деревня реально была, что вообще происходит. Вот, и в итоге сами сдались. Всё. А как это произошло, как вы сдались? Да никак, мы просто когда узнавать стали, они вот начали объяснять, что как раз идут боевые действия. Кто Ну, начал объяснять? местное население. Не, ну, Ну, я не знаю, мужчина можете какой-то. рассказать эту историю? Вот вы прятались где-то, да, потом вы ушли в Ну вот мы лесополосу, в лес, то есть мы вот спрятались, получается. между вами какие-то разговоры там происходят, да, в это все время? Вы как-то приходите к Да тому, нет, чтобы мы как пойти бы в шоке сдаться? просто были. Ну я понял, Да, ну вы в там шоке, но вы же тела. не молчите. Ну, так же не бывает. Ну, не знаю, несколько человек молчало вот как раз. Ну, блин, ну мы обсуждали, что где мы вообще находимся. Мы поняли, что мы уже на Украине-то. Да. Потому что там были, а когда мы уже возвращались с Херсона, то есть мы начали когда это обсуждать перед вертолетом, вот, сказали то, что это был Херсон. Да. Вот. И то есть мы лежали, не понимали, что происходит, решили переночевать, потому что нам важнее было в тот момент найти наших. Вот. Но уже было темно, то есть мы уже ничего не видели. Мы Так. решили переночевать в лесу и на следующее утро найти. Наших не было утром. Мы пошли к колонне, думали, может там они. Вот, колонна тоже как бы разбита, и половины машин нет. Мы смотрим деревню, думаем, может там они пошли. И пошли в деревню. Трупов не было тоже, просто... Трупов колонна уже разбита. тоже, да, не было. Ничего не было. Мгм. Дальше, вы идете в деревню. Вот, мы приходим в деревню, то есть местное население. Там как бы были с оружием, но они в нас ничего не целились. А вы были с оружием? Да, ну, у нас вот то, что с чем мы ехали. Как думаете, это как-то могло напугать местное население? Люди Нет, из они чужой сами к нам страны просто подошли. То есть Не начали- напугало их вообще, да? Да, не, да, обычно. Окей, хорошо, подошли к вами сами. Вот, ну, подошли, получается, там мужчина, дедушка и еще мужчина такой в среднем уже возрасте. Да. Вот, мы у них начали спрашивать, что происходит. Ну вот, они нам как бы начали объяснять, что вот война, мы спрашиваем, где вы не видели, куда наша колонна там уехала. Вот. И в итоге они как бы сказали, что они уехали туда, но там сейчас дым, с той стороны там тоже как это происходит, типа перестрелка. Вот, начинают то же самое спрашивать, то есть как вы вообще тут оказались. Ну, Можно вопрос Да. отстраненный? Чем вы, вот россияне, да, которые зашли в Украину с оружием, отличаетесь от фашистов, которые в свое время зашли на территорию Советского Союза? я не знаю, ничем. Ну, типа, для меня вообще военные действия как бы такое. Не, ну чем? Отличаетесь или не отличаетесь? Как вы думаете? Ну, судя вот потому, что в новостях говорят, нет, ничем не отличается. Не судя по тому, что в новостях говорят, а судя по тому, что вы думаете и знаете из истории и понимаете из вашей истории. В чем отличие? Но если брать конкретно наше подразделение, то мы отличаемся тем, что мы ничего не сделали. Если брать в совокупности, это просто та информация, которую я сейчас знаю, то нет, не отличаемся. Я понял. Так вот теперь я просто пытаюсь нарисовать абсурдность этой ситуации. Во время Второй мировой войны
фашисты зашли в советское село, Мгм. подходят, и им местные жители начинают объяснять, да тут вообще война. Ну, вы представляете себе такую историю? Ну, я не знал за эту историю. Нет, это просто я к тому, ну, насколько вам вообще в принципе можно верить вот тому, что вы рассказываете. То есть вы приехали, вы заехали, попали под обстрел, переночевали, своих не нашли, увидели разбитую колонну, подошли к местным жителям, и они вам говорят, здесь война, а вы такие, что правда? Ну как так? Ну, вообще так и было. Хорошо, окей, пусть будет. У меня вопрос уточняющий. Вы, получается, с ноября контракт. Сколько вы до поездки в Украину, как вы это говорите, Мгм. сколько вы стреляли? Ну, один раз у меня был магазин. То есть у нас, получается, после того, как мы типа присягу приняли, вот, отвезли на полигон, мы там снег чистили, один раз дали пострелять, все. А как у вас вот ощущение, вы же видели там, нашу армию, вооруженные силы, и вас неподготовленного стрелка, который стрелял всего 30 раз из магазина, отправили на полноценную войну? Никак как на мясо кинули. Ну, просто вот в студию с тем, с людьми, с которыми вот я сидел, ну, у нас практически всех так кинули. То есть вот именно те, кто молодые, и в основном те, кто подписывает альтернативный контракт, вот, все такие. Это нам комментарии пишут в Ютубе под вот видео с пленными, да. У них истории у всех какие-то одинаковые. А какими могут быть у них истории, если они реально все у вас очень-очень близко и очень близкие, и очень похожи? Ну ладно, да, и вас берут, вы подошли, вам объяснили, что война, дальше какой диалог происходит? Ну, нам то есть начинает объяснять, что если вы хотите, вы можете как бы пойти вот, к дыму, там, возможно, ваши сейчас также стоят. Мгм. Вот, но лучше сдавайтесь, потому что вас поубивают. Ну, мы взяли, сдались. То есть я отдал автомат свой, вот, они собирали оружие для территориальной обороны или что-то. Мгм. Вот. Я им показал вот магазин, у меня 4 магазина было. И на 12-м, получается, АК-12 на магазине есть такая штука, показывает, что полный боекомплект. Вот, я сдал. Когда меня вели, получается, сотрудником СБУ, вот, с нами почему-то ехал мужчина, который был с этой деревни, вот, он как бы подтвердил там. Почему он ехал? Ехал же вас сдавать, я так понимаю. Но они вызвали, получается, то ли полицию, в общем, у вас есть какой-то номер. Да, да. Вот. Ну, конечно. Нас погрузили после этого в машину, там сидел вооруженный человек, а вперед сел, получается, мужчина из деревни, потому что он переживал, что нас убьют. Видите как. А вы знаете, что вот Путин объявил денацификацию в Украине? Ну, тут уже узнал. Ну, только Встретили я- нацистов? Встретили? Нет. Ну, мы по деревне поняли, то, что тут как бы нет ничего. Ну, мы и не думали, то, что что-то есть, потому что в деревне, у нас просто первый вопрос, который спрашивают, нас наоборот встретили все, жалко нас было, то есть нас наоборот накормили. Вот. Нет, я как раз все понимаю. Я имею в виду, что должны были бы с вами сделать эти люди, которые вас встретили в деревне, если бы они были теми, да, от кого Путин вас послал защищать. Вот Путин вас послал защищать в Украину от каких-то Ну, мне сказали, нацистов, да, фашистов, да. Вы их встретили за все время? Нет. Начиная от местных жителей, заканчивая вот Ну, сотрудниками. меня, в принципе, этот вопрос спрашивают, ну, только тут. То есть мне тут уже рассказали, что мы вообще фашисты. Вы не знали, о чем вы идете. Вот. Нет, не встретил. Вы, когда ехали в Украину, чисто вот по-человечески своим умом, вы вообще думали, что здесь будет? Я не знал, что я сюда Нет, ну еду. вы же уже, когда вас уже обстреляли, вы-то уже знали, что вы уже сюда попали. Я хотел домой вернуться. Ну, просто кто в здравом уме, то, прослужив 2 месяца, пойдет на войну. То есть, неважно, сюда, Сходите. там, не знаю, в какую-нибудь там Сирию, или там, где у нас еще там есть, типа, это, спецназовцы обычно стоят. Ну, это нелогично. Ну, я понял. Хорошо, я сейчас позвоню вашим близким. Это я. Алло, слышишь меня? Это Влад. Да, я тебя слушаю, да. А, Да.
ну, ты просто знаешь, что я в плену. Вот. Сейчас как происходит интервью. Вот. Что происходит? Ну, интервью. У тебя сейчас будут задавать вопросы. Вот, ты должна на них ответить. Никто ничего никому, во-первых, не должен. Как ты себя чувствуешь? Вы можете поговорить. Поговорить А, о своем. вот О себе, можно? вот, конечно. Да. Маш, у тебя как дела вообще? У тебя все нормально? Расскажи мне про себя, как у Я тебя? живой, здоровый, всё, просто сижу в тюрьме, все. Я вижу. Можно я тебе кое-что скажу? Да, Думаю, что говоришь, хорошо? хорошо. Почитал у тебя голос такой? Да сиплый? ничего, все нормально, Маш. У тебя что? У тебя как здоровье? Никак. Я хочу Родители тебе как? сказать, чтобы ты не загонялся, что самое главное, что ты живой. Все Я могло быть понял, по-другому. все хорошо, Маш. Главное, что ты Ты мне еще скажи, как ты живой, как родители? здоровый. Влад, все М. хорошо. Точно? Сейчас главное это ты у нас, да. Уже были обмены, вот. Ты есть в списках, вот, так что вас скоро обменяют. Егор с тобой? Дима с тобой? Да, ты можешь, кстати, пожалуйста, найти эту Веронику Науменко, вот, желательно в параллель с разговором, потому что Диман не знает номер ее. Что желательно сделать? Найти ее номер, спроси у нее сейчас, пожалуйста, номер в параллель с разговором, потому что Дима не помнит номера вообще, он ни разу не Да, я звонил. поняла, что он не помнит. Ага, хорошо, давай мы с тобой договорим, я тебе скажу, хорошо? в конце Да, раза. хорошо. Можно уже? Да. Маш, можешь ответить на вопрос? Как ты думаешь, за что россияне пришли убивать украинцев? Что еще раз? За что россияне пришли убивать украинцев? Я так не считаю. Ты что? Я считаю, что ты жив здоровый, это главное. А другую позицию я никакой не рассматриваю. Мне главное, что ты живой, здоровый, и все с тобой хорошо. Я, И я думаю только о том, чтобы ты скорее вернулся домой. я понял. Можно еще вопрос? Наверное. Ну, вы как кто сюда пришли? Это ко мне или? Да. Ты не как то, как просто солдат на учение, который ехал и приехал не туда. Ну, с оружием зашли на чужую территорию или нет? Ну да. Да. Значит, россияне вторглись в чужую страну? Да. Ну вот, можно еще раз спросить, за что вторглись россияне в Украину? Ну я не знаю за что. Ну, Я же а говорю, мне за что. интересно, Я мне думал, интересно, что что ночью. думает вот супруга ваша об этом. Маш, ты что думаешь? По какому поводу? Я просто плохо слышу то, что вы говорите. Я Ну, слышу, меня- когда вы меня говорите почти только не в слышно. телефон. Меня почти Ну. Я либо на громкой, ну, скорее всего, и я Да, неплохо да. слышу. Ну как ты думаешь, из-за чего началась война? Я не думаю об этом. Я думаю только о Все, себе. заканчивается. Вы сейчас, например, знаете все наперед, да? Ну, Что бы вы сделали, если бы вас отправляли в Украину? ты не подписывал бы контракт. Контракт вы подписали за 2 месяца до того, как Ну, вы... вы же говорите, если бы я сейчас все знал наперед. Ну, перед выездом я имею в виду, вот вас, вот вы знаете, что А, вот ну, вас в таком отправляют. случае Я я- имею в виду вот люди, которые вот понял. сейчас как вас отправляют в Украину, А. вот, чтобы вы им передали. Ну, если у них такой же срок, как у меня на тот момент, то без проблем можно отказаться от этого контракта, потому что испытательный срок еще не закончен, и пойти на срочную службу. А вроде как срочников, ну, по закону нельзя отправлять, но у вас, как бы говорят в новостях, что тут и срочники есть. То есть, Ну, в новостях я их лично видел. вот. Точнее, я уже даже интервью с ними публиковал. Ну окей, хорошо, я понял. Передать ничего не хотите там, людям, которые еще сюда идут сейчас? Вы имеете в виду нашим солдатам? Да. Не шли сюда, потому что это бессмысленная война. И на самом деле, ну, я не знаю, какая цель, в принципе, всего этого. Мгм, хорошо.